Друзья, всем привет! В этом сезоне я постарался максимально разные способы показать вам вывода маток, самых простейших, без применения каких-либо дополнительных средств. Вы эти видео, кто видел, видели, кто не видел, я оставляю их внизу под этим видео, посмотрите. А сегодня хочу показать вам от А до Я вывод маток при помощи системы Никот путем искусственного переноса личинок в мисочки. Все вы, я думаю, видели вот такую рамочку. Вот такая рамочка. Здесь уже одеты бигуди. Один маточник я оставляю вот этот вот для того, чтобы маточка вышла в эту семью. Один маточник я снял для того, чтобы поместить в один отводок. Остальные у меня будут выходить здесь. Почему, как сделать эту рамку, что собой представляет вообще эти все цоколи, мисочки и так далее, я вам в этом видео и покажу. Возможно, у кого-то вопрос такой был, кто-то интересовался, но я так полистал некоторые каналы, посмотрел, говорят, что якобы там все показывают, на самом деле нет каких-то промежуточных этапов. Я вам их покажу, расскажу, вы можете пользоваться данным методом для себя, для своей пасеки, выводить, по крайней мере, вот у меня на этой рамочке 20 мисочек, и путем аккуратного переноса принимают где-то 17-16 маточников из 20. Это неплохой результат, хороший результат. И можно таким образом на 15-16 семей сразу же вывести запасных маточек, то есть сменить их. Ну, сразу в самом начале скажу, основным условием вот такого вывода маток является, конечно же, наличие хорошего материала. Материалом называют исходную семью, исходный материал, который вы будете брать, так называемый семья-стартер, откуда вы будете брать яйцо пчелиной матки, то есть изначально яйцо, которое помещается в мисочку данной прививочной рамки. И вторая семья, составляющая, это семья-воспитательница. Как ее сделать, точнее, как ее выбрать на пасеке, я вам тоже покажу. Ну, вот видите, какая семейка хорошенькая. Замечательная семья, круто перезимовала. Очень много расплода здесь. Короче говоря, поехали. Для такого способа нам понадобится обычная рамка. У меня она немножко необычная, без разделителя Гофмана. И немножко странноватая, вот с такой нижней планкой. Ну, как-то мне попалась такая партия. Я их использую в основном на ловушке или когда не хватает готовых рамок. В общем-то, вот эта планка как раз хорошо используется для прививочной рамки. Она толстая, жирные матки ее не оборвут. Значит, рамка стандартная, без проволоки. Вместо проволоки у нас делаются вот такие две рейки. Одна ставится в верхней части, одна ставится по центру примерно. Расстояние верхней планки должно быть такое, чтобы позволяло ей вращаться. Вот таким вот образом. То есть сантиметра 2,5-3. И центральная часть рамки так, чтобы в дальнейшем установка бигудей в эту часть позволяла вот таким вот образом свободно работать с рамкой. Можно вот таким образом закрепить. Ниже не нужно делать, потому что здесь уже не тот температурный режим будет. Вот это оптимально. А следующий этап, значит, вот эти вот рейки нижние я обрезал по краям и прибил сюда гвоздиками вот эти вот крепления. Вот так они выглядят. Система Никот, другой я не пользуюсь, потому что человек, который передает свой опыт в этом деле, мне сказал пользоваться такими. Он испробовал разные, посоветовал остановиться на этом варианте. Поэтому вот в системе Никот они выглядят таким образом. Всего у них 4 отверстия по краям. Достаточно было 2 гвоздиков маленьких. Если гвозди у вас рейка может быть тоньше, если гвоздики длинные, их можно просто откусывать. Здесь нет сильного какого-то нагрузки и всего остального, просто чтобы держалась эта пластмасска. А дальше, как работает эта система, в принципе, есть еще вот такие колпачки. Они одеваются, пластиковые держатели мисочек. Сама мисочка, в которую помещается яйцо, тоже вставляется. Все надежно крепится, не вываливается. Французская система, это не китайская подделка, потому что смотрел отзывы в интернете, Китай не советуют, говорят, оно все вот это отваливается, не крепко держится, нестандартное и так далее. Ну, человек так сказал, раскритиковал, у него там этих колпачков было и мисочек, я не знаю, несколько ведер, то есть он там около 5000 их, что ли, купил, поэтому я ему поверил. Значит, вот таким образом это держится. Сюда мы помещаем в дальнейшем личинку.
Когда маточник оттягивается в таком положении, если мы хотим, чтобы матка вышла у нас непосредственно в этой семье, то мы одеваем бигуди. То есть еще в комплекте можно приобрести бигуди. Вот от этого крышка одета, вот новенький. Вот так одевается плотно и здесь закрывается пробочкой. В дальнейшем, если вы это все для себя делаете, вы можете это снимать вместе с колпачком. И у вас матка находится внутри. Вы можете прям так в бигудях раскидывать их по семьям, для того, чтобы их принимали. Еще раз показываю, должны бигуди помещаться свободно между этими планками. Ну и саму планку прививочную необходимо на рамке закрепить сбоку, так, чтобы она держалась, но имела способность вращения. Вот так получилось в готовом виде, собранном. Все вращается, но не падает, то есть не болтается, держится крепко. Вот такой зазор, вот такая рамочка. Теперь все это дело обмазываем медом. Специально вам показываю этот кадр, чтобы у вас он остался в памяти, что обязательно нужно добавить медку в эти мисочки, все вымазать медом и поставить в улей на сутки. Я думаю, вы догадались, зачем? Для того, чтобы пчелки все это дело облизали, появился у них тут свой запах, чтобы все это не пахло человеческими руками, новым деревом и все такое, чтобы рамка имела запах той семьи, куда она будет помещена с личинкой. Для этого выбираем семью самую сильную, самую лучшую по всем показателям, которая развивается очень быстро, которая миролюбивая, у которой больше всего расплода. Она и будет у нас семьей-воспитательницей. Вынимаем отсюда одну рамку. Убедимся в том, что семья не в роевом. Прекраснейшая рамочка с открытым расплодом, вся засеяна, ну, почти вся. В этом месте она нам и нужна. Итак, ребята, быстренько пересмотрел, поставил 2 рамки открытого расплода в центр, принес нашу прививку, заполненную медом, и даем вот такой десерт пчелкам. Итак, друзья, я убедился, что семья не в роевом, выломал все мисочки, которые были, для того, чтобы матка туда не успела положить яйцо. Я думаю, что этого и не случилось бы, но для подстраховки, чтобы завтра не проверять. И до завтра оставляем эту семью. Друзья, прошли сутки. Сейчас посмотрим на нашу прививочную рамку, в каком она состоянии. Годится ли она уже для прививки. Так, все вычищено, все вылизано. Можем ее использовать. Стряхнули пчел и забираем. Следующий этап работ. В этой семье необходимо найти матку. Ну что, попробуем найти ее на соседних рамках. Маточка, покажу вам, ходит. Я ее хочу пересадить в другую семью, поэтому ловлю в клеточку и закрываем этот улей на 2 часа. На 2 часа минимум и часа на 4-6 максимум. За это время эта семья почувствует сиротство без матки. Ну а мы через пару часов отбираем рамку с открытым расплодом из семьи стартера. Я использую для этого другую семью. Есть ребята, которые говорят, что у них будет и стартер, и воспиталка одна и та же семья. Я так не делаю. Я хочу, чтобы у меня были некоторые другие признаки. Не было повторяющихся генов. Личинка у меня идет от семьи чистопородной линии. Я беру личинку 1-2 дня. Не путайте с яйцами. Личинка начинается от 4 дня, то есть это 4-5 дней от засева. Именно такую личинку еще продолжают кормить маточным молочком. И пчелы семьи воспитательницы ее успешно принимают. Часть наследственных признаков будет унаследована от семьи стартера. Часть наследственных признаков, как утверждают ученые, будет передаваться генетически с маточным молочком семьи, которая выкармливает этих маток. Ну и, конечно же, друзья, самое главное — это трутневый фон на вашей пасеке. А именно трутни, с которыми будут скрещиваться матки при облете. Именно они
несут большую часть информации ДНК и наследственных признаков. Поэтому для всех этих семей, семья стартер, семья воспиталка и семьи, из которых вы будете использовать трутни для скрещивания, вопрос именно в том, чтобы в округе были только те трутни, с которыми вы хотите скрестить этих маток. И важно, чтобы они были не от той же семьи, от которой вы взяли яйцо. Как переносить личинку? Я делаю это силиконовым шпателем. У меня получается переносить, не касаясь личинки. Я ее переношу на маточном молочке. И также точно снимаю, не касаясь личинки. Укладываю ее на донышко самой мисочки. Кому интересно, напишите в комментариях. Могу в следующий раз снять более подробно какой-то макросъемкой именно этот момент. Потому что обычная съемка не передает всех деталей. После переноса личинок сразу же помещаем их в семью-воспитательницу. Прием контролировать можно уже на следующий день. Но обычно я туда не заглядываю длительное время до того момента, пока не нужно будет одевать бигуди, либо же отбирать запечатанные маточники. Это, как правило, делается на 10-й день после переноса личинок. Итак, друзья, с момента установки прививочной планки с личинкой прошло 10 дней. Сейчас самое время поставить колпачки, так называемые бигуди. Ну и посмотрим, что у нас здесь происходит. Дело в том, что я смотрел раньше, видел, что прием нормальный. Как видите, 2 маточника у нас не приняли. Остальные все в порядке. То, что мы видим вот здесь вот такие застройки, это всегда случается, когда активный идет взяток. И пчелы таким образом, так как я вощину не добавлял, они свое восковыделение куда-то реализовывают. Там уже нектаром они все залили. То есть у нас есть наши маточники. Здесь можно вот так аккуратно вырезать. Я покажу как. Вот таким вот образом маточник видно. Он темненький. Аккуратно режем ножом. Достаточно иметь просто острый нож. Вот таким образом я его вырезал. Остальное нам здесь тоже не нужно. Вот таким вот образом, не повреждая маточник, мы все это дело срезали. Ну и здесь аналогично убираем. Оставляя только маточники. Дальше можно брать маточники и уже сразу подставлять те семьи, где нет матки, чтобы принимали маточник. И вы можете его дополнительно защитить бигудями. Вот такие вот колпачки одеваются защитные. Они рассчитаны по диаметру. И вот так вот здесь еще закрывается крышечкой. Для удобства можно планочку немножко повернуть, но нежелательно маточники переворачивать. Хотя там уже практически сформированные маточки. Итак, друзья, заниматься выведением маток буду весь сезон, поэтому объявляю для своих подписчиков такую акцию. Кому нужны неплодные матки, пишите, кому нужны плодные матки, пишите. Буду раздавать бесплатно по возможности. Есть те подписчики, которым я уже пообещал. Измаил, Херсонская область. Там я отправлю плодных маточек обязательно. Попробуйте, скажете, как качество. Мне будет очень интересно. Вот. Ну, остальные, кто в Україні находится, всім українцям передаю вітання та, будь ласка, підписуйтесь і обов'язково залишайте свої заявочки на маточок. Если желающих будет много, то сделаем какой-то розыгрыш. Дальше маточники мы можем заселять маленькие нуклеусы, большие нуклеусы. Я вам показывал свой ящик на 9 маткомест. Плюс там еще поделаю, в другие ульи расставлю и так далее, и так далее. Надеюсь, что для тех, кто совершенно не знал, не видел, как это делается, что-то стало понятным, прояснилось. Поэтому желаю вам удачи, всем пока, всем мира и здоровья.